Приветствую вас на моем канале. Не за горами зимний период, отопительный, и встал вопрос о заготовке дров. Нужно было определиться, что приобрести, бензопилу или электро. Я сделал выбор в пользу электропилы. Ее преимущества, на мой взгляд, такие, что электропила она более надежна, здесь нечему ломаться буквально по сравнению с бензо. Она более экономична, не нужно и бензина, а по электричеству вы не заметите большего расхода. Требуется и меньше технического обслуживания, больший ресурс, я считаю, чем у бензопилы. Сменные здесь только щетки электромотора. А заменить их даже для непрофессионала-любителя, я думаю, несложно. Ну, у бензопилы есть тоже пара преимуществ, но они менее востребованы, эти преимущества, по крайней мере для меня. Одно преимущество – это автономность, то есть можно где-то работать удаленно в лесу. Ну, я не планирую лесозаготовками заниматься, поэтому мне это не интересно. Ну и возможность работать под дождем можно с бензопилой. Ну, заготовка дров дело не срочное, и можно и подождать, когда кончится дождь. И еще электропила выигрывает, конечно же, своей ценой. То есть в 3-4 раза она дешевле, чем даже полупрофессиональная бензопила. Вот такая вот пила, 2000 ватт, мощности вполне достаточно для моих целей. Шина 35 сантиметров, тоже вековые дубы, не буду пилить, поэтому вполне достаточно. Обслуживание ее ежедневное очень простое. Контроль наличия масла для смазки цепи и проверка натяжки цепи. Цепь должна быть натянута так, чтобы вот от шины ее можно было рукой оттянуть, ну, не более сантиметра. Вот эта цепь слишком слабо. Натягивается она очень просто. Есть варианты на некоторых пилах без ключевой подтяжки цепи, но, как говорят, они менее надежны. Здесь именно с ключом, но сложностей в этом я никаких не вижу. Вот здесь вот под отвертку, а здесь фиксирующая гайка. Все. Очень просто. Вот так вот, наверное, будет достаточно. Время от времени нужно будет проверять, подается ли масло на шину и цепь. То есть, если оно подаваться не будет, то шина очень быстро изотрется, выйдет из строя. То есть проверка — это наличие масла и включение над чистой поверхностью секунд на 10-15, и здесь останется масляный след. Дальше что? Есть шинный тормоз для безопасности. Бачок удобный, что именно крышка сверху. Не нужно заботиться о том, чтобы прокладочка не текла. Теперь о кабеле. Кабель нужно брать с запасом. Если здесь 2 киловатта, то кабель нужно брать больший. У меня вот на 2,5 киловатта. И когда его использовать, то нужно разматывать эту катушку полностью. Потому что 2 киловатта это довольно серьезная нагрузка. И при длительной работе могут возникнуть индукционные токи и расплавят ваш кабель. И посмотрим, как она работает. Представляю вам вот такую конструкцию, козлы для распиловки дров. Самая удачная конструкция, на мой взгляд. Вот так вот она выглядит. Сварена буквально из хлама металлолома. Рассказываю подробности. Вот это расстояние, меньше 30, это как раз под длину шины пилы. Вот это расстояние, это тот размер дров, который нужен именно для вашей печки. Вот у меня 40-й. Дальше, чтобы пользоваться этой конструкцией, делаем вот так вот. Кладем под самый низ досочку, она будет служить защитой, чтобы шина у нас не коснулась вот этих вот уголков. Ну, моя шина короткая, она и так не коснется. Ну, просто как в теории это должно быть. И все. Дальше мы
Закладываем дрова. Так вот. Осматриваем, чтобы посередине вот этих вот фрагментов козлика не попадалось гвоздей. Складываем их в любом порядке. И что, пилим? Вот таким образом. Мощности 2 киловатта вполне хватает пилить такой хлам, даже с огромным запасом.